Вот, друзья, мы закончили оформление регланной линии. По регланной линии добавили по 21 петель. И длина регланной линии с начала горловины до конца реглан линии 19-20 сантиметров. И это достаточно для нашего размера. Теперь, друзья, мы будем оформлять азиатский росток. Азиатский росток, знаете, вяжется на спинке. И здесь мы отделяем петли спинки, петли реглана с обеих сторон, вот по 2 петли, мы добавляем на спинку. И эти петли мы будем провязать поворотными рядами 8 рядов. И по ходу вязания, друзья, мы здесь обязательно вяжем узор. Раппорт большого узора остановились на первом ряду. Когда вот по схеме тоже посмотрим. И здесь посчитаем 21 накиды. Дошли вот до сюда. И вот видите, находимся на первом ряду раппорта большого узора. И здесь вот у нас оформляется комплект узора змейка. И здесь у нас добавляются еще 2 регланные петли. И вот эти элементы мы будем продолжить вязать. Друзья, вот закончили росток. Провяжем узор на спинке, дойдем до конца. Потом мы здесь будем отделять петли рукава. Эти 2 регланные петли мы добавим вперед. Вот, друзья, теперь мы оформляем подрез и здесь добавим 12 петель. И я применяю свой любимый метод оформления подреза.
И у меня подрез получается без швов. Для этого мы набираем простым обычным способом 12 петель на отдельную спицу. И будем провязывать эти 12 петель. Теперь соединим петли переда. И по переду продолжим вязание узора. Узор вяжем первый ряд раппорта. И здесь тоже левый рукава отделяйте, как я вам сейчас показала. И потом пойдет вязание тела кофточки по кругу. Друзья, я вам объясню, как мы будем распределить добавленные петли подреза для узора. Со спинки у нас продолжается вязание комплект узора змейки. И с подреза добавляется 3 петли на спинку, и здесь образуется один раппорт змейки. Спереда то же самое. Добавляется 3 петли с подреза, и здесь тоже образуется один раппорт змейки. И в середине у нас остается 6 петель. И эти 6 петель мы провяжем 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. И вот таким образом вот это 6 петель провяжется неизмененно до конца тела кофточки. И теперь, друзья, обратите внимание, узор попереду вяжется другой ряд, и на спинке вяжется другой ряд. Теперь у нас они различаются насчет оформления азиатского ростка на спинке. Перед на 8 рядов опаздывает. Теперь, друзья, нам необходимо отметить начало нового ряда. Вот здесь кофточка у нас перед, и подмышечная область, вот эта сторона левая сторона, эта сторона правая сторона. И начало ряда у нас находится на левой подмышечной области, вот здесь. Отмечаем голубой маркировки. Таким образом, друзья, тело кофточки вы провяжете сами самостоятельно. И мы с вами увидимся, когда будем оформлять рукава кофточки. Вот, друзья, закончила тело кофточки. Подол связала со спицей 2, резинкой 1 на 1, 18 рядов. И это, соответственно, будет 5 сантиметров. И края резинки закрыла с иголкой. Еще без вас я связала одну рукав. И вот видите, рукава тоже вяжется с узором, друзья. Сужение не осуществляется. В манжете сокращаем петли и потом приступим к вязанию манжета. Манжетку связала со спицей 2, резинкой 1 на 1, и края тоже здесь закрыта с иголкой. Закрыть с иголкой края резинка 1 на 1. У меня есть мастер-класс видео на канале. Можете там посмотреть. Подробно на практике там показано. Вы помните, друзья, когда мы отделяли петли рукава, все петли рукава мы перевели на нить. Теперь эти все петли мы освобождаем от нити и переводим на спицу. И еще мы здесь добавляем петли от подреза и еще от края азиатского ростка. В области подреза, друзья, когда вы так поворачиваете и посмотрите, вот здесь видно будет головки петли. И эти головки мы поднимаем и проводим на спицу. Вы помните, для подреза мы добавляли 12 петель. Когда поднимаем, здесь получается всегда одна петля больше. Здесь у нас 13 петель. И еще. И по краю азиатского ростка тоже поднимем петли. Когда вот так посмотрите, здесь имеются 2 стенки. Вот каждая петелька. Вот. И эту каждую стенку мы берем
по отдельности поднимаем петли. И здесь мы подняли 8 петель. До петли рукава здесь еще добавим петли, чтобы большое расстояние не было, здесь не получилась дырочка. И получается 3 петли. Всего добавлено 3, 13, 16 стало. И плюс 8, 24 петли здесь мы добавили. Здесь имеется 4 петли. Не хватает, чтобы был полноценный раппорт, 13 петель. Потому что раппорт узора у нас состоит из 17 петель. И с этой стороны то же самое. Здесь тоже имеется 4 петли для одного раппорта. С этой стороны тоже не хватает 13 петель. Всего здесь нам нужен 13 плюс 13, 26 петель. И тогда у нас получится с этой стороны полноценный один раппорт и с этой стороны полноценный один раппорт. А здесь у нас набиралось 24 петли. Не хватает 2 петли. Эти 2 петли мы добавим вот здесь. Разницы нету. Где вы добавили? Вы здесь добавите одну, может вот здесь одну добавим. По ходу вязания 2 накида добавляем. Будет 26 петель. Подкрепляем нить в начале подреза. Вот здесь. Начинаем петли рукава. Начинаем узор. Узор здесь находится на 3-м ряду. Вот видите, теперь у нас на рукаве получается 5 раппорта узора. И еще, друзья, в начале вязания рукава я обязательно оставляю вот такие заметочки. И с этой стороны тоже есть. Это нам дает посчитать, сколько узор вяжем до манжета, чтобы обе рукава получились одинаковой длины. Здесь так посмотрите и будете считать узор по раппорту. И точно такое количество раппорта вы будете вязать на этой стороне рукава. Вот, друзья, это рукава тоже заканчиваем. Дошли до манжета. Перед манжетом, друзья, здесь мы один ряд все петли провяжем лицевыми петлями, без узора. И при этом сокращаем петли. Сокращение производим таким образом. Одну петлю провязываем и следующие 2 петли вместе провязываем. С этим сокращаем одну петлю. Опять следующую одну петлю провязываем и следующие 2 петли вместе провязываем. Таким образом, чередуя одну петлю, мы будем сокращать по одной петле. На рукаве были 85 петель, остается 57 петель. И чтобы вязать манжетку с резинкой 1 на 1, нам нужны петли в четном количестве. Поэтому в начале манжетки еще мы сократим одну петлю и начнем вязать резинку 1 на 1. Поменяем спицу на 2.